Продолжаем кулинарный канал вести. Я пока очнулся тут, раскачался, Паха опять котлеты нажарил с подливом. А я пришел хинкали готовить. Узнал в Телеграме. Написал рецепт. Нам Ирочки скинули рецепт. Мне нужно было какой-то самый простой. Ну, исходя из наших ингредиентов, он таким и получился. Так, нам вот из того, что самое сложное, нужна прям ледяная вода. Но с этим у нас проблем нет. Так, все, начинаем. Ровно 500 грамм муки. Ровно прям, как в аптеке. Как... Ладно, не буду говорить, как кто взвешивает. Все просеиваем. Значит, просеиваем ситечком. Есть у нас разные приспособления, но мы будем ситечком. Весь процесс показывать просеивания муки мы не будем, чтобы не занимать ваше драгоценное время. Все согласно рецептуре. 250 миллилитров ледяной воды, 500 грамм муки, 2 столовые ложки, вот у нас было такое типа оливкового, может быть оно и есть, 2 столовые ложки и чайная ложка соли. Все замесилось или замешалось как. И полностью вся мука вот здесь в колобке. Тесто мягенькое такое, податливое, к рукам не прилипает. Все, сейчас мы его отдыхать, а сами занимаемся фаршем. Итак, мелко нарезанный лук, затем ледяная вода, хмели сунели, кориандр. Ну, еще туда бы зелень, но у нас нет, есть только сухая. Ну все, продолжаем. Так называемое читерство. С ним идет вот такое кольцо. Блин, а сколько ж нам теста-то надо? У нас одна хинкальница сейчас и получится. Раз, два. Вот тут два получается. На их потом вместе. Ну это понятно. Так, раз. И чё? Его надо как-то подцепить же, да? Чем-то. Ножиком или чё? Вот так. Берем. Не дорубил. Ё-моё. Так, вот тут вот надо дорубить. О. Так, сейчас мы кружочек этот берем. Опа. Я первый раз это делаю. Так, сюда раз. Оп, утопили, да? Я вот видел на Озоне видео, как это все происходит. Я не уверен, что у нас так же получится, но будем пробовать. А, самое интересное, фарш-то вот он. Опа. Дефицит места у нас. У вас на кухне, конечно, получше. Ложку берем. Сюда добавили почти 2 стакана ледяной воды. Пойдет? Так, и сейчас это должно как-то слипнуться. О, наверное, много, да? Да, много. Много фарша. Ну-ка, дубль 2. Вот это как-то надо, оп, туда. Да ё-моё, опять много, смотри, да? Вот жадность. Оп. Ну, если честно, у тех ребят на Озоне, хозяюшек, как-то все красивее это было, что ли? Или я что-то не так делаю? Так, сейчас надо вернуть нам это все хозяйство. Так, а как это обратно делается?
Что-то мы... Так. Она же должна нам отдать это все. А она не хочет. Так, дубль 2. Первое у нас, как в случае с этим, с блинами, на хинкаль вообще не похоже. Похоже, на что это похоже, Павел? Как вы считаете? Нет. Пинце китайский. На пинце, да. Так, без фар, ну. Так, ну вот смотри, она же сейчас порвет, да? Или нет? Или да? Что-то пока. Ну, блин. Пусть так будет лучше. А вот этот хвостик мы сейчас отрежем. А, он же, подожди, они же как-то вот так закручивали его. Да. Ну, это уже больше на видео похоже, как вот у них было. Так, и сейчас мы ножиком как-то отрежем. Отдаст она нам сейчас это все? Так, подожди, я опять запутался. А, мы это поднимали, сейчас надо опускать. Вот она, видать, тесто у нас такое недоработанное. Отдашь, нет? Может, я говорю, муку вообще? Кого? Саму. Лапки эти? Угу. Что-то я коротко, да, обрезал. Ну, вроде дырочек нет никаких. Так, третья должна уже посимпатичнее быть. В общем, друзья, у тех хозяюшек, наверное, не с первого дубля все получалось. Я вот сейчас только об этом подумал. Мне кажется, они не самые неудачные моменты выкладывали в комментарии. Нужно приспосабливаться, в общем, как-то потихонечку к этой лепке. Ты можешь показать по поступательной. Вот, что это у нас? Вареник. Дальше этот великосочный пельмень. Ну вот и пошло-поехало. Извините, питчинг окончен. И что? У нас вообще-то доклад. Так, и как... стартап. Давайте заявку заново. вот как она сразу отлет. Всего лишь надо было немножко муки добавить. Ну, это, конечно, не ресторанный вариант, но я думаю, для леса пойдет. Ну и что по итогу получилось у нас? Ну вот это уже последний. Что-то более-менее похожее, да? Ну, надо было приспособиться немного. Конечно, все не с первого раза это. Ну, устал я. 8 штук сделал, все. Сил нет. Да нет, стол низкий, спину забивает почему-то. Раскручивать. У нас первый. Ольга Николаевна, с тобой повезло. Мне с ней повезло. Ну, конечно, повезло. Она мощная женщина. Весь двор в порядке держит. Да, такая. Она тебе ругается, потому что переживает. Ой, наше поколение по-другому свою любовь выражать не умеет. У нас один всего порвался. Остальные вроде неплохие. Ну, это с виду. Осталось попробовать как на вкус. Достаем сметану. И начинаем употреблять во всех смыслах этого слова. Вот осталось тесто. Пригодится завтра на пельмени, наверное.
Так, друзья, вот у нас со вчерашнего дня остатки. Ну как остатки, это еще минимум на 2 ужина. Ну, таких. Оп. Перец. Они станут вашими соперниками. Я объявляю очередную кулинарную дуэль открытой. Надо такую штуку купить это домой. Раз в год делать. У меня у Жени, ну, на работе коллега какая-то, она, я так понял, видео иногда смотрит. Говорит, ты, наверное, дома вообще ничего не готовишь. Все муж только готовит. Это не так. Не, мне Женя... Ну, ей нравится, когда я готовлю, только если я готовлю, это постоянно беспорядок. Это постоянно что-то масло, мука, там все такое, после этого надо убираться. Здесь все вот рукой смел куда-нибудь, все нормально пойдет. А дома так не канает. Давай, пахай. Я видел у Мопса достаточное количество классного мяса и подумал, что смогу из него приготовить достаточно классное блюдо. Хорошо. Доброе утро, друзья. Сегодня немного запоздал с выходом на путик. У меня остался последний путь, который нужно почистить от снега. Вчера был на Иваныча в путике. Камеру с собой брал, но снимать нечего. Даже следов не было соболиных. Один следочек был, запорошенный снегом, и все. Больше нечего показать было. Ну, белка одна попалась. Так же, как у меня. Сегодня иду на большой путик на Ивана. Надо его почистить. Ну и все, будем бытовыми делами заниматься. Дров мало. Попробуем трактор завести, если пушка заработает. Вы там советов накидали, как ее в себя в чувство привести. Если пушка заработает, то трактор выгоним. Если нет, не знаю. Дрова есть, ну, в лесу. Нужно как-то их перевозить. Есть и напиленные даже. Гараж, что в том году делали, он же пленкой был обтянут. Ураганы были осенние, порвало все. Ну и морозы, когда были, она закалела вся. И остатки изорвались все. А вот у Ваньки такой путик. Тут черт ногу, я уже пилился, шел там, потом уже плюнул. Он везде проныривает. А мне тут тесновато. Так, ну что, сейчас тут развилка. Туда идет короткий путик, а в эту сторону длинный. Не сказал, что по какой причине запоздал. Утром было 41, ну, на рассвете. Ну, а выдвигался, уже было минус 36.
Ну, я думаю, к обеду только более-менее потеплеет. А так холодно. Руки стынут. Камера, наверное, тоже как-то себя некомфортно чувствует. Блин, ну все равно классно. Как бы то ни было. Все зверем выбито. Изюбри, козы. Кабаньи переходы. Преимущественно, конечно, косуля. В каждом распадке. Но зверь не тот, который нужен. Соболей нет следов, к сожалению. Интересно так, по маленьким распадкам косуля, а вот по большом, самом главном распадке изюбри, вот они как-то так соседствуют друг с другом. Ну вот лёжки, ну ей где-то дня два. Вчера снег был небольшой. Вот еще одна. Вот еще. Но это не лёжка, это не, скорее всего, тут хотели. Что-то не понравилось. Веточка какая-нибудь. Тут же вон накекали, написали. Мне надо к той сопке. И потом вдоль нее домой. Вот еще 5 метров прошел. 2 лёжки. 2 лёжки. Семья изюбрей живет. Но свежих следов не видно. Двухдневная. Сейчас где-нибудь наткнусь, подрежу. Их, если никто не беспокоит, то они так двигаются. 200 метров туда, 200 туда. Молодые ветки едят. Морозы пережидают. Потом потеплеет, они на склоны полезут, на солнцепёки греться. Весну ждать. Как и мы, впрочем. Одна белочка попалась. И сойки 2 штуки. И в одном капкане коготь был. Сейчас покажу, в карман убрал, если найду. Наверное, на камеру не видно. Но это не беличий же, правильно? Чей-то. Соболиный, нет? Я вот не знаю. Вон тут стадо изюбрей перешло. Вода журчит. Интересно, я провалюсь или нет? Не хотелось бы, если честно. Фу. Чуть-чуть затрещал лед. Но изюбри-то на 4 маслах.
прекрасная погода. Сейчас где-то минус 20 по ощущениям. Руки стынут, если без перчаток. Чаепитие у меня. Солонец наш тут был. Подошел к нему. Интересно, ходит, нет, зимой? Никто не ходит. Ну а по лесу так следочков хватает. Идешь. Ну, вдоль сопки вот так идешь. Потоптано все. Вон одна белка. Еще, наверное, капканов 7-8 тут осталось до пасеки. Все капканы в снегу. Где мог, сейчас крыши сделал. Раньше надо было это делать. Ну, опять же, говорю, времени особо не было. А сейчас в дерево гвоздь не вобьешь. Ну, можно какие-то там другие методы. Там. Ладно. Будем ходить, чистить. Да сейчас вроде как и капканы надо раз в 2 недели проверять. Глухозимье. Не двигается зверь. Раньше морозов ждали. Думали, морозы будут, вот, все, полезет сразу в капканы. Снег будет, вот, все, мышей засыпет. А сейчас что ждать, я уже не знаю. Уже все, что можно, подождали. Ну ладно, еще. Февраль полный. Времени еще хватает. Посмотрим. Первый год такой, чтоб серьезно заморочились. Раньше так баловались. Говорю, с десяток капканов стояло. Ну, постоянно что-то ловилось. Особо не, говорю, не обращали вообще на это внимания. Вчера также чай попил. Дубак был. Ну, попрохладнее вчера было. Сегодня теплее, но ветер гуляет. И перчатки вот так колом стали, все. Ледяные. Идешь, пока тепло. От рук тепло. Где-то там с капканов сметаешь. Ну, стараюсь веточкой. Но все равно снег иногда попадает. И запасные не взял. Палец немного подстыл, вот этот болел потом. Так что берите с собой сухие перчатки. Ну, у меня и носки тут сухие есть. И кора на розжиг, если что. Костер тут разводить срочно. Ну, это от шоколада. Сожгу в печке потом. А так все с собой таскаю, чтобы быстренько можно было костер. Еще стельки греющие заказал. Еще не пришли. Да потому что опасно эти ключи переходить. Провалился и все, труба. Не успеешь ты там костер особо развести. Нужно быстро реагировать. Кстати, костюму 8 лет. Вот Ремингтон. Типа суконки что-то. Самая главная проблема суконки — это вот когда снег висит на ветках. И вот идешь, он намокает. Ноги потом как панцирь такие становятся. Ну, здесь я гамаши одел. Снег не налипает. Проблема решена на ногах. А то обычно на зимовье приходишь в суконки и, ну, ледяные прям, низ штанин ну, во льду. Ну, идти некомфортно. Я бы такой еще купил. Сколько ему лет? 7-8, наверное. Только вот чтобы капюшон был такой глубокий. А то тут как подстрелыш какой-то. Чтобы он вот отсюда был капюшон. Как в новых моделях Ремингтона. От ветра, чтоб закрывал. Ну, от веток там, от снега. А этот просто... Я в прошлый раз был, когда навигатор искал. Сейчас поговорю чуть-чуть с вами. Лопатой намахался немного. Жарко стало. А потом на снегоходе поехал и застудил шею. Миозит или как называется. Вообще труба просто... Голова болела. Я не знал, что это такое. До этого, если там какой-то, может, ну, сведет там шею или как-то.
понятно, а тут прям вот голова раскалывается. И поэтому сейчас я вот утепляю вот часть, ну вот шею, шейный отдел, затылок. Стараюсь, чтобы капюшон был всегда. Все равно еще нет-нет и простреливает. Ну все. Надеваю чистые сухие перчатки и пошел. 1,5 километра мне по прямой до пасеки. Прошел где-то, ну то есть стороной вот шел, где вот солнце сейчас. Где-то 3,5 туда, 500 сюда перешел. Ну и, соответственно, 3,5 обратно. Вот Ивана след старый, вот пытаюсь его. Ну, не видно вам, наверное, да? Ну, вот они, ямки. Вот он петляет. Пошел туда. Приходится его искать след, потому что многие капканы у него не отмечены в навигаторе. Я его навигатор взял. И многие не отмечены. Забывает, видать, возраст. А, еще забыл. Еще у меня шубинки вот есть. Но это уже прям совсем на крайний случай. Прям когда сильно руки замерзать будут. В шубинках все равно хорошо. Намного теплее, чем в перчатках. Вот Иваныча следы. Дорога. Ну как дорога? Это мы ее тут пропиливали до Солонца. Вот раньше к мужикам, ну, к таким взрослым дядькам, многих уже в живых нет. Приедешь, они истории рассказывали, как они по этому ключу ходили. Ну, допустим, вот по этой сопке шли. И в бинокль видели зубрей, которые пасутся на этой. Ну, вообще, на солнцепечной стороне обычно пасутся. И вот эти байки, как с трехлинейки, они на дистанцию 800 метров, там, километр, били зубрей сопки на сопку. А мы щеглы еще тогда рот открыли такие и слушали. Ну, раньше же проверить-то никак нельзя. Ни фото, ни видео. Подтверждения никаких нет этих слов. Ну и мужики такие серьезные. Ну, как бы в сомнениях, в их словах, в сомнениях не приходилось как-то, как сказать, не могу слово подобрать. Ну, в общем, в их словах не сомневались. А то еще с барака выгонят. А у нас тогда своего барака не было. Попробуй засомневаться. Мы сейчас говорим, помнишь, рассказывали, деды стреляли. Вот как тут, куда стрелять? Ну, вроде как подлесок подрос, видимости нет. Раньше все чисто было. Как по парку. Не знаю. Ну ладно. А, еще один немаловажный момент упустил. Стреляли-то они с механики на такое расстояние. А это капец какая дистанция. На метров, наверное, 300-200 бочка 200-литровая мушкой полностью перекрывается. А еще вот скажите, вот в комментариях напишите, горлышко бутылки, вот говорили, такие стрелки вот были, охотники, что вот на 100 метров, ну пусть будет на 100, ладно, я не буду говорить там другую дистанцию, бутылку клали вот так горизонтально и в горлышко вот так влетало, и дно бутылки выбивали. О как! Я всю жизнь охочусь, стреляю, но мне кажется, так я бы не смог. Точнее, я уверен. Не, конечно, если мне цинк патронов бы выдали, хороших таких, Норма, Орикс там,
оболочку. А может у них так и было, слышь? Цинк патронов поставят, ствол такой красный весь, алый. И они бабахают. Сидят. Наливай, Петрович. Да да нет, сейчас ты вон тот цинк второй твой цинк. А этот я достреливаю. Ну ладно, пообщались. Я дальше пошел. Красиво. Но что-то тут снега многовато. Ну ладно. Кстати, история с бутылкой — это два разных человека, даже компании. В бутылку уже стреляли с оптики. Знаете, такая, которая армейская, на ласточкин хвост такая. 4,5 кратность постоянная. Там не перекрестие такое, а пенек. Кстати, неплохая оптика. Она вот из всех старых и потопных мне больше всего нравилась. И там уже не с кошки стреляли, а с тигра. Ну не знаю, с тигровым разбросом попадать в пятак, не знаю. А еще выражение вспомнил, когда не сомневались в словах мужиков. Мы в крайнем случае, когда общаемся, ставим слова под сомнение. Вот. Когда уже прям ярко выраженное вранье, тогда можем сказать: да ладно ты, не заливай. А так нет. У нас не принято. А тут-то можно бабахнуть. Тут что? Ну, метров, наверное, 150-200. Только как ты тут что увидишь с этой сопки? Вот если идеальный вариант какой-то, идеальный тайминг. Ты вот здесь идешь, и вот по хребту там кто-то пасется. Ну, опять же, не с руки стрелять, а с какой-нибудь рогатули. Это надо рогатулю. Так, последний капкан на этом путике. Я хотел историю одну рассказать, еще кому может быть интересно. Я почему предположил, что кабан наведался, шкуру перевернул, кишки там частично сожрал, ну половину где-то. Дело в том, что у нас были такие случаи, что мы встречали каннибализм у них. Ну, не только то, что они там мясо могут. Они и на путике могут там белок снимать, там все такое. С капканов. И мы один раз приехали на охоту, вот к Васильевичу, который мужик на переломке сына встречал, сосед по участку. Мы приехали охотиться к нему, снега много было. Ну и собак не брали, опасно. Кабан рубит собак, если много снега. Собака не успевает отпрыгнуть, а кабан сокращает дистанцию быстро. Ну и гибнут собаки. Ну не суть, поехали мы так, пешком поохотиться. Ну а так как снега много, особо не наохотишься. Ну вот сидим в избушке. Василич говорит: о, собак же у вас дофига. Я там, говорит, поросенка нашел, дохлого. Будете забирать? Я говорю: конечно. Ну, собакам скормить. Ну и пойдешь, говорит, там у меня по путику вязочка. В километре, говорит, от барака. Ну, я собрался, пошел.
Нашел вязочку, подхожу, а там маленькое копытце такое и кусочек пятачка, нос, пятак. Все, больше ничего не было. Ну и так все распахано. Я еще думаю, блин, да кто это? Кабана просто за раз сожрал, потому что был один входящий след и выходной. Все. Я по следу смотрю, кабан. Еще так интересно. Он сначала шел, не чертил сильно. Оставлял полосу, конечно. Снег глубокий. А этого сигалетку. Сигалеток это кабан этого лета. То есть, сколько там? 40 килограмм. Когда снега много. 30 килограмм. Им тяжелее питаться. И вот он его съел, такая борозда после него. Прихожу, Василич, нет кабана. Да куда он делся бы? Я говорю, кабан сожрал. Вот, блин. И прошелся по нему. Всеми красивыми словами. И находили мы, вот когда гон, вот большой сикач, вепрь огромный. Они особо, мне кажется, вообще не заморачиваются с пищей. Они зарубят поросенка, сожрут его. Зачем им эти танцы с бубном? Искать шишки, там все такое. Вот она, еда, пища. Находили зарубленных поросят. Какая-то часть была съедена. Соболи след. Ищешь, они вон около пасеки. А другая брошена. Скорее всего, она когда туша замерзает сильно, им тяжеловато. Они же все равно, у них челюсти не приспособлены, чтобы мерзлое мясо грызть. А волки, они бы и шкуру сожрали мерзлую. И все бы там разгрызли. Поэтому я и предположил, что, скорее всего, кабан. Плюс старые следы все равно чуть-чуть видно. Даже по очертанию. Что в полоску идет. Вот. Все. Рассказал. Надо чай пить. Все путики обошел. Ждем. Завтра бытовые дела. Хлопоты. Нужны дрова. Сейчас шел, смотрел, там березки повалены. Береза такие дрова, блин. Если она завалена, пролежит там полгода, все, она преет в коре. И, собственно, результат наших вечерних стараний, так сказать. Павел, пожалуйста. Вот в следующий раз мы будем в рядочке прям аккуратненько выкладывать. Это пробная партия. Это вот один раз червячок заморить. Пусть они выглядят не как ресторанские, но мы их с удовольствием съедим. Вот, все. Греем воду и варим. Убираемся. Паха, по сколько мы первый раз? По 7, да? Да. Я пока в той избе был. Паха говорит мало. Но я тоже так считаю. Еще по 7 закинул. Всего 7. Все. Я с бульоном хочу попробовать. А это у нас на другой раз. Опять потыкать все. В общем, как обычно. Остатки. Все. Остатки роскоши. И вот она у нас. Красавица лежит. Совсем обленилась. Я уже ухожу, она не ломится. Не просится на улицу, чтобы выпустили, чтобы меня догнать. Раньше с карабином увидит, все. Суета такая начинается. А сейчас ей хорошо. Не, она свое дело знает. Пусть лежит. Ошейник, да. Она уже знает, если ошейник, все, значит ее охота.
Моя девочка. Ух. Сегодня, друзья, минус 30 запустилось. Спасибо, кто посоветовал по поводу закрывать частично воздухозаборник. Но еще один человек написал, чтобы выхлопную тоже на воздухозаборник от генератора направить. Вот один написал, спасибо тебе. Это мы уже не первый раз, вчера запускали тестово, пробовали. Но было что-то минус 15, по-моему, днем. Дрова пилили, вернулись, решили проверить, как работает. Но вчера работало хорошо. Где-то минут 10 проработало, и все, и мы выключили. Вот сегодня 30-ка.
Ну, посмотрим. Я не знаю, заборник только на запуск перекрывать или на постоянку. Но если с выхлопной там тепло идет, мне кажется. Ну, сейчас попробуем. Сейчас уберу заборник, если заглохнет, то вот так оставлю. Укутали трактор вчера вот таким образом. Снизу фартук такой вокруг. Потом сверху полог. Ну и здесь вот тоже перекрыли, чтобы горячий воздух упирался и вверх подымался. Сейчас мы его быстренько прогреем. При условии, если пушка будет работать хорошо. Я думаю, нормально все будет. Я посмотрю, там целлофан, если не будет подгорать, то так и оставлю. Так-то на выходе температура не сильно высокая. Это печь косвенного горения, не прямого. Ее же можно использовать в гараже, там, чтобы не угореть. Можно вот сюда вот дымоход, как на обычной печке, поставить. И все, и выхлопные будут газы, они на улицу выходить. Ну, часть тепла, конечно, теряется. Добавили мощностей. Плохо греет эта печка как-то, слабо. Час работает, и даже снег вот здесь не растаял сверху, вот на капоте. Для лампы по старинке. Вон везде снег на генераторе. Лампа это идет. Запустили орлика, друзья. Сваливаю. Так, все, надо камеру. Ладно, тут поставлю. Сейчас посмотрим, как поедем по Буранке. Наверное, сложности будут. Кузов у нас опять что-то, ну, он зимой, когда холодно, не работает. В прошлый раз подъехали, выгружаться стали, он заработал. Сейчас хотел на камеру включить, выгрузить самосвалом. И не сработало. Эх, орлик.
Орлика хотя бы под крышу поставили. Пусть стенок нет, но хотя бы он под крышей. Снегом не будет заметать. Все, убираемся. Вот небольшая кучка. Ну, вот нашли там 2 березы. Там есть еще, но на тракторе не подъедешь. Там подсобкой. Там канавы такие. На снегоходе можно будет прорваться. Надо гараж делать нормально. Итак, сегодня в нашем кулинарном канале новое блюдо вечернее. Пора ужинать. Мы опять готовим фарша. Не знаем просто, как его переработать. Сегодня духовку задействуем. Картофель. Нашли пергаментную бумагу. Силиконовую или как она. Ну, из ингредиентов у нас вот стебли чеснока, фарш, картофель, помидоры. Ну, майонез сверху там, не знаю. Поправиться мы тут не поправимся. Огромное количество килокалорий тратим днем. Сегодня дровами занимались, не снимали ничего. Так, все, фарш закончился наконец-то у нас. Все, сверху майонезом сейчас и в духовку. А, еще фольгой, а потом фольгу уберем и запечем. Все, готово. Фарш очень много сока отдал. Это не масло, там не жир. Масло вообще не добавляли. Только картошку немножко обваляли и все. Все, будем пробовать. Приятного нам аппетита.